Антон Чехов – один из самых известных русских писателей. Он жил в XIX веке и писал короткие рассказы. Иногда только 2 или 3 страницы. Но каждый его рассказ – это целая вселенная, целая жизнь. И сегодня я вам о нем расскажу. Кем он был, как он жил и почему мы продолжаем читать его рассказы до сих пор. А в конце этого видео я вам расскажу об одном его рассказе, который я очень люблю – «Дама с собачкой». Это один из самых красивых рассказов о любви в русской литературе. Итак, Антон Чехов родился в 1860 году. Его семья жила на юге России, в маленьком городе, в Таганроге. Его семья была довольно бедной. Его отец работал в магазине, и мальчик Антон ему часто помогал. Но когда Антону Чехову было 16 лет, его отец уехал в Москву, и мальчик остался один. Ему пришлось работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Через несколько лет он тоже поехал в Москву. Он поступил в университет на медицинский факультет. Он стал врачом и работал в больнице. И это очень важно, потому что врач, он не осуждает своего пациента, он просто внимательно смотрит, наблюдает и знает, что чувствует больной. Точно так же Чехов делал в своих рассказах. Он не осуждал, он просто описывал жизнь своих героев. Чехов говорил, что медицина – его жена, а литература – его любовница. Этим он хотел сказать, что он любил обе свои профессии – и медицину, и литературу. Он начал писать и публиковать свои рассказы в газетах и журналах, чтобы заработать деньги, потому что ему нужны были деньги, чтобы жить. Сначала он публиковал юмористические рассказы, но потом его рассказы становились все более серьезными и глубокими. К сожалению, Антон Чехов умер очень рано. Ему было 44 года, когда он умер. Он был болен, у него был туберкулез. Он поехал в Германию, чтобы там лечиться, но, к сожалению, его не вылечили, и он умер там, в Германии. Но, несмотря на то, что его жизнь была довольно короткой, он написал более 800 рассказов. Я думаю, это очень много. В своих рассказах Чехов говорит об обычных людях, об учителях, о врачах, о чиновниках. Это обычные люди, у которых обычные простые жизни, со своими проблемами, со своими странными мыслями. Эти люди, его герои, обычно ищут счастья, любви, но, к сожалению, их не находят. Еще нужно добавить, что в его рассказах нет страшных, ужасных финалов. Нет, жизнь просто идет. Что-то случается, но жизнь продолжается. Лев Толстой говорил, что Чехов – это Пушкин в прозе. Наверняка вы знаете, что Пушкин – это русский поэт.
Так что Лев Толстой поставил Чехову очень высокую оценку. Ну а теперь я вам расскажу о своем любимом рассказе Чехова, и это «Дама с собачкой». Это простая история, история любви. Мужчина и женщина встречаются в Ялте. Мужчина женат, и у него дети. Женщина замужем. Они встречаются и проводят несколько недель вместе. Потом они расстаются. Главный герой думает, что ничего серьезного, просто приключения с замужней женщиной. Но время идет, и они не могут забыть друг друга. Они постоянно думают друг о друге. Через какое-то время они встречаются. Они понимают, что это настоящая любовь. И здесь очень интересно, потому что Чехов нам показывает, что эти герои живут двойную жизнь. Одна жизнь, где есть семья, работа, дом, настоящая жизнь, но на самом деле она не настоящая. Настоящая жизнь – это другая, их любовь, да, их мечта. И теперь, когда они встречаются, они не знают, что делать. Они не знают, как жить дальше и как выйти из этой ситуации. Владимир Набоков, русский писатель. Если хотите, то можете посмотреть о нем видео. Где-то здесь будет ссылка. Он сказал, что этот рассказ один из самых красивых в мировой литературе. Этот рассказ не очень сложный, и я его адаптировала до уровня B1. Если вы хотите его прочитать, история та же самая, но немножко более легкий текст, адаптированный. Если вам это интересно, то я оставлю ссылку внизу под описанием к этому видео. И вы можете прочитать эту красивую историю, классическую историю на русском языке. И я вам напомню, что читать очень здорово и полезно для того, чтобы улучшить ваш русский язык. Не просто грамматика, а именно читать живые и интересные истории. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Каждую пятницу я буду публиковать новые видео о русской культуре и литературе. Так что увидимся в следующем видео. Пока-пока!